Как заменить ремкомплект форсунок 16-клапанного двигателя автомобиля ВАЗ-2112? Очень просто. Для начала покупаем ремкомплект форсунок инжекторного двигателя и прокладку впускного коллектора. Далее скидываем минусовую клемму с аккумулятора, скидываем фишку с ДМРВ, откручиваем хомут 1, 2, 3, отсоединяем данную трубку, снимаем данный воздухан, далее откручиваем гайку 1, гайка 2. Ослабляем хомут, отсоединяем здесь трубку на вакуумный усилитель тормозов, ослабляем хомуты 2, 4, 6, 8. Снимаем высоковольтные провода 4 штуки. Отсоединяем фишки с датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом. Далее снимаем впускной коллектор вместе с дроссельным узлом. И не забываем отсоединить здесь шланг с регулятора давления топлива. Да, и не забудем снять вот этот кронштейн крепления тросика газа. Также не забываем отсоединить трубку, которая идет от адсорбера к дроссельному узлу. Далее снимаем резиновые муфты, которые соединяют две части впускного коллектора. И снимаем уже нижнюю часть коллектора. Также снимаем данный патрубок, который идет на картер двигателя. Сняли хомут здесь, также нужно снять хомут точно такой же на нижней части данного патрубка большого круга вентиляции картерных газов и извлекаем данный патрубок. Как всегда, данный патрубок большой вентиляции картерных газов в нижней его части, он в масле. Я так и эту проблему не поборол, почему оттуда идет сифон вот масляного облака. Напишите, пожалуйста, в комментариях, встречались ли вы с такой вот проблемой и как вы ее решили. Когда говорил о последовательности демонтажа, чтобы добраться до форсунок, я допустил ошибку. Нижнюю часть впускного коллектора нам снимать не нужно, потому что у нас вот топливная рампа в полном доступе. Теперь нам достаточно отсоединить данный разъем, который идет на наши форсунки. Далее берем шестигранник, откручиваем болты здесь 1 и 2. Дальше идем и откручиваем подачу, обратку. Заранее помечаем маркером или же корректором, где что у нас стояло, так как здесь это у нас подача, обратка и нельзя их перепутать. Также убираем здесь провода, которые нам в дальнейшем помешают для того, чтобы извлечь вот данные эти трубки магистральные, топливные. Снимаем здесь кронштейн. Он у нас фиксирует данные наши трубки. Далее снимаем массу с двигателя, потому что эти провода нам тоже помешают. Также нам нужно будет снять вот данный разъем, который идет на датчик давления масла. Небольшая поправка. Этот кронштейн мы не трогаем, а откручиваем данный винтик крестовой отверткой. И эта пластина удерживает наши топливные трубки. Открутил я, получается, все, что нужно. Открутил также подачу и обратку. И обращаю ваше внимание на то, что при обратной сборке нужно заменить данные уплотнительные колечки. Они бензостойкие, и нужно заменить именно на бензостойкие уплотнительные колечки. Это тоже немаловажно. Так, здесь болты под шестигранники, которые были, я открутил. И здесь просто топливная рампа играет. Форсунки очень легко здесь сидят. Короче, неплотно. И я думаю, именно причина была в них. Видимо, резинки задубели, и они начали уже пропускать. И не были такими герметичными, как должны быть. Ну ладно, сейчас извлеку. И уже тогда посмотрим, что да как. Получается, при извлечении нам мешает данный кронштейн щупа уровня масла. Его тоже сейчас нужно открутить. Итак, извлек я топливную рампу. Здесь кронштейн щупа уровня масла я просто отодвинул чуть-чуть в стороночку. И рампу извлек в бок, то есть вправо. Итак, что мы видим? Да, действительно, здесь не было все герметично. И подсос воздуха
был именно с этих мест, куда у нас устанавливаются форсунки. Что же касается самой топливной рампы и форсунок, здесь, конечно, вот они в таком состоянии. Действительно, эти резиночки задубели, потеряли свою эластичность и уже не справлялись с герметичностью. Вот и весь ответ. Надеюсь, последняя причина, почему у меня двигатель работал на холостых нестабильно и мог заглохнуть при сбросе передачи на нейтральную или при резком сбросе педали газа. Сейчас я буду отсоединять форсунки с топливной рампы и с помощью ремкомплекта буду делать их ревизию. Отмыл косу, данные скобы, которые фиксируют форсунки на топливной рампе. Рампу тоже я отмыл, эти скобы я тоже отмыл. Форсунки также я отмыл с помощью обычной зубной щетки и бензина. Здесь разложил ремкомплект так, как нужно его заменить. Здесь у нас сеточка, она находится вот здесь. Далее идет уплотнительное кольцо черного цвета, оно идет здесь. Дальше дистанционная пластиковая шайба, это она идет здесь. Потом далее идет еще одно уплотнительное колечко, оно у нас находится здесь. Далее, думаю, что такая тоненькая шайба пластиковая дистанционная, она именно между этим уплотнительным колечком и вот этим колпачком форсунки. Меняется все просто. Данные уплотнительные колечки снимаются с помощью обычной отвертки. А эту сеточку менять тоже довольно-таки просто. Вкручиваете сюда саморез и с помощью плоскогубцев извлекаете старую сетку. Нашли подходящий по диаметру саморез, вкрутили его в старую сеточку. Теперь с помощью плоскогубцев вынимаем старую сеточку и ставим вот новое. А данные резиновые уплотнительные колечки и пластиковые дистанционные шайбы снимаются с помощью отвертки. И вновь бракоделы. Данный ремкомплект, вот данные колпачки не подходят на мои форсунки. И пришлось вот сюда установить старую. Хорошо, что я не очень таким варварским методом снял старый колпачок. Так бы было бы проблематично. В общем и целом я поставил старые колпачки. И при покупке не знаю, как это проверять, чтобы вот не было вот такой вот шляпы. Итак, ремкомплект форсунок я заменил, за исключением данного колпачка и вот этих пластиковых шайб. Не знаю, они здесь зачем, но на эти форсунки они точно не нужны. Далее я заглушил тряпками все отверстия, куда может попасть лишний мусор, когда я буду здесь все вот это очищать. Буду чистить все сначала грубо, потом уже с помощью щетки зубной и бензина. Ну и продую здесь все сжатым воздухом. Отмыл, получается, как смог. Конечно, не идеально. В идеале это нужно снимать вот этот кусок впускного коллектора и уже все там хорошенько зачищать. Сейчас зачищу посадочные места форсунок дополнительно и уже буду все собирать на свои места. Итак, ребят, я все собрал, все подключил, кое-где накинул таких нейлоновых хомутов, чтобы провода не болтались. Вот так теперь выглядит топливная рампа, форсунки. Все чисто, аккуратно. И теперь сейчас нужно проверить, сделать первый запуск, так скажем, затестить, что у нас получилось. Еще раз перепроверить все хомуты, затянул ли я их. Проверю
и будем запускать. Мы уже знаем, как двигатель звучал до этого, какой был у него холостой ход. И давайте не будем затягивать и приступим к тесту. Итак, мы за рулем. Включу габариты, зажигание и запуск. И я скажу, двигатель работает ровно. Сейчас пусть прогреется, и я уже тогда включусь. Итак, двигатель прогрелся. За время наблюдения никаких изменений в работе холостого хода я не заметил. Теперь пройдемте под капот. Работой двигателя я сейчас доволен. Холостой ход сейчас такой, который я добивался, чтобы двигатель работал. И сейчас попробую поставить все-таки новый ДМРВ, который я заказал с Озона. И тогда уже послушаем, как двигатель будет себя показывать и как он будет работать. Сейчас же двигатель работает без нареканий. Поставил новый датчик ДМРВ. Сейчас опять пусть поработает, температура поднимется, и тогда я уже включусь. Двигатель прогрелся, и что я могу сказать о его работе с новым ДМРВ, так это да, есть разница в его работе. А именно, холостые обороты держатся как надо, без никаких провалов, без никаких перебоев во время холостого хода, или же когда я чуть-чуть нажимаю на педаль газа, и когда стрелка тахометра идет вниз, нету такого ощущения, что двигатель сейчас заглохнет. Рог шепчет, с новым ДМРВ двигатель работает как надо. Теперь холостые обороты стали еще лучше. Я избавился от подсоса воздуха, и стоит сейчас новый датчик ДМРВ, у которого показатели были, кажется, 0,96. Это показатели нового рабочего датчика ДМРВ. И сейчас можно с уверенностью говорить, что я нашел причину нестабильной работы двигателя ВАЗ-2112. И цикл этих выпусков можно точно вот на этом выпуске закончить. И причиной нестабильной работы двигателя было подсос воздуха из-под форсунок. Хочу добавить то, что я и ранее так делал, а именно брал карп и пшикал на форсунки, но работа двигателя как-то не менялась. И поэтому я исключил тот вариант, что сосет воздух из-под форсунок, и искал ее в других местах. Что ж, ребят, в итоге могу сказать, что цикл выпусков по поиску причины нестабильной работы двигателя ВАЗ-2112 завершен. За исключением того, что нужно поменять гидрокомпенсаторы, и я не победил лампочку чека. Ошибка, кстати, там показывает номер 10. Как я смотрел в интернете, это низкое напряжение борт-сети и неисправен датчик уровня топлива. Про замену гидрокомпенсаторов это отдельная история. Обязательно сниму отдельное видео, как я буду делать их замену, а также будет отдельное видео по тому, как я буду бороться с этой лампочкой чека. И подытоживая все циклы выпусков по поиску причины нестабильной работы двигателей ВАЗ, что я сделал: заменил шкив коленвала, проверил все метки ГРМ, заменил высоковольтные провода на нулевое сопротивление, потом заменил модуль зажигания, он у меня вышел из строя, это 100%. Далее заменил ДМРВ и нашел подсос воздуха из-под форсунок, который сегодня я ее устранил. И, конечно, я перепроверил все датчики, которые имеются на двигателе. Что ж, на этом моменте, может быть, длинный, но интересный выпуск подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Но если вы задумывались